Ребята, привет! Вы на канале Зооком Клуб. Я Евгений Рыболтовский. Сегодня мы поговорим про кормление таких популярных лягушек, как рогатки. Часто задаются вопросы, чем кормить, как кормить. Я уже показывал кормление сердечками индейки, но все-таки я вам скажу, что, конечно, лучше всего это кормление рыбой. Индейкой проще. С ней меньше возни, но с рыбой лучше. И поэтому сейчас мы с вами будем готовить щуку. Я специально взял парочку щук для того, чтобы сделать некоторый запас, чтобы хватило на какое-то время для кормления лягушек. Сейчас будем их чистить и готовить. Занимаемся поварскими делами. Ну, это тоже надо уметь, если ты содержишь животных. Ну, понятно, что разделка рыбы – это всегда занятие такое, пачкающее руки. Поэтому я взял кювету хорошую. Одну рыбку бросим в сторону пока. И займемся вот этой. Не настолько профессионален, как, например, астраханские рыбаки, которые на чистку подобной рыбы тратят меньше минуты. У нас задача получить филе. Нам нужно вырезать мясо, потому что мы кормим рогаток с вами чистым мясом, без костей. Значит, задача получить филе. На самом деле, те, у кого 1-2 рогатки, они могут уже готовое филе покупать. Но при том количестве, которое есть у меня, их побольше сейчас, и молодняк, нужно кормить, покупать филе дорогое, мне не хочется. Нету возможностей брать готовую рыбу. Поэтому возьмем и сделаем самостоятельно. Опять же, самостоятельно ты всегда уверен в том, что рыба качественная. Мы смотрим жабры, да, я вот обязательно смотрю на жабры, когда беру рыбу, чтобы рыбка была свежая, хорошая. А филе, особенно в каких-то больших сетевых магазинах, всегда есть подозрение, что это филе сделано из той рыбы, на жабры которой уже смотреть нельзя. Покупатели не будут брать рыбу с серыми жабрами, и тогда из нее делается филешка. Есть такое опасение. Поэтому я лучше для своих зверей чуть-чуть поработаю, но сделаю то, что нужно именно им, и за что я не буду опасаться. Вот, я повторюсь, у меня, к сожалению, процесс более долгий. Я всегда поражался тому, как профессиональные рыболовы в Астрахани или профессиональные гиды на астраханских базах чистят рыбу. Это занимает у них вот минута, шкура просто раз и сдирается чулком. Но это, конечно, поудобнее. Это специальный стол для разделки рыбы, где не нужно думать, чтобы чешуя не летела по сторонам, где смывается все забортной водой. И поэтому, конечно, есть возможность все это делать очень быстро. У меня, конечно, такого нету. Я не хочу все уляпать. Ну вот так вот снимаем шкурку с рыбы. Мне очень нравится то, что в Питере много свежей рыбы. Все-таки воды у нас достаточно вокруг. Рыболовный флот хоть и не велик уже, но до сих пор существует. Рыболовные сейнерочки по Ладоге ходят. И возможность свежую рыбу достать есть. И это очень и очень здорово, потому что во многих городах такого нету. Но, с другой стороны, в более южных городах всегда в изобилии есть рыба, которую разводят в прудах. Например, толстолобик.
Вот толстолобиком тоже можно кормить, и тоже очень хорошо рогатки его едят. Но он иногда бывает жирноват, иногда бывает плотноват. Хотя не так это страшно, все это поедается. Но мне лично больше нравится щука. Хотя нет, наверное, больше нравится судак, больше всего. Но судак, признаюсь честно, просто элементарно дороговат. А щука самая прекрасная рыба, чудесная, с одной стороны достаточно плотным мясом, чтобы оно не разваливалось во время кормления, а с другой стороны абсолютно не жирное. Потому что, вы понимаете, да, рогатки, которые в природе питаются в основном лягушками, они не приспособлены для питания жирными какими-то кормами. Лягушки вообще не жирные существа. Поэтому если мы будем давать какую-то жирную рыбу, будет проблема с пищеварением. Мы довольно быстро посадим желудок у наших любимых амфибий. Поэтому щука, судак очень неплохо едят корюшку. Вообще какую-то мелкую рыбу очень неплохо употребляют. Но опять же, помним, что это должна быть рыба не жирная, потому что многие мелкие виды рыб имеют избыточный жир. Понятно, что я стараюсь аккуратнее резать, потому что мясо экономится, чтобы на шкуре его оставалось минимально, для того, чтобы как можно больший выход нужного мне продукта получить. Поэтому у меня все происходит довольно долго. Я аккуратно срезаю мясо. Я не сдираю шкуру, как это могут делать профессиональные филировщики. У меня, конечно, нож не филейный, но он с зазубринками, которые очень хорошо помогают отделять шкуру от мяса. И он не безумно острый, потому что, конечно, филейный нож, он должен быть очень острый. Но вот здесь, благодаря этим зазубринкам, я с одной стороны не отрезаю слишком много мяса лишнего, не оставляю его на шкуре, да, а с другой стороны я имею возможность вот так вот все снимать. Меня всегда удивляла вот какая штука. С детства. На щуку существует запрет. Сейчас еще открыт лов щуки. Запрета нет никакого. Но всегда на лов щуки есть весенний запрет. И рыболовы, которые выходят на водоем во время запрета и ловят щуку, они, в общем-то, рискуют нарваться на довольно крупный штраф. Вместе с тем, профессиональные рыбаки, не рыболовы, а рыбаки, которые добывают рыбу для поставок в магазины, совершенно спокойно во время запрета ловят щуку, и вы можете в магазине купить икряную щуку, нерестовую. И меня всегда это немножечко удивляло и немножко возмущало, что как же так? Ведь человек со спиннингом, он много не поймает, он не сможет поймать. Даже масса людей со спиннингами никогда не выловит такое количество, которое выловят сетевики своими километровыми сетями. Почему же они ловят именно нерестовую щуку для магазинов? Не знаю, почему это получается и почему они имеют на это разрешение, а обычные рыболовы, которые поймают одну-две, не могут этого делать. Это странно. Но, к сожалению, вот у нас такие законы. Хотя, например, в Финляндии даже во время нереста лов щуки разрешен. Потому что там прекрасно понимают, что рыболовы не выловят невероятное количество. Вот самец молоки. Это у нас
самец, который готовился к весеннему нересту. Щука очень рано нерестится. Она нерестится уже в марте, в апреле, когда только лед начинает скрываться, отходит от берегов. Вот в этих вот проталинах нерестится щука. Я могу сказать, что когда я беру рыбу для лягушек, я еще бываю доволен тем, что остатки этой рыбы идут еще и мне в уху. Хребты, хвосты, головы. Из них делается прекраснейшая уха. Поэтому это, наверное, еще одна причина, почему я с удовольствием беру не филешку, а именно вот такую рыбу. Мне тоже что-то достается, а я рыбоед, я страшно люблю рыбу. У меня обмен веществ рассчитан на рыбу. Итак, мы получили вот такую вот голенькую щуку. И теперь начинаем от костей отделять мясо. Я понимаю, многие скажут: ой, какая возня, какая работа. Но ведь, ребята, мы это сейчас делаем. Вот у нас займет это с вами полчаса. Но мы эти полчаса, за эти полчаса мы обеспечиваем еду там на месяц. Поэтому раз в месяц потратить полчасика не так страшно. Все мясо будет нарезано нужными кусочками, будет разложено по контейнерам и положено в морозилку. И мне все, что останется, это просто в нужный момент доставать контейнер с нужного размера кусочками и размораживать, и отдавать лягушкам. Все. Поэтому я не жалею на это времени. Оно в результате все равно получается экономнее, чем каждый раз отрезать кусочки филе, еще что-то. Зачем? Раз в месяц полчаса работы, пусть даже не самый чистый. Я знаю, что многие говорят: ой, рыба, мы не любим запах рыбы. Ну, да, кто-то может не любить запах рыбы, руки потом пахнут. Ну, моющие средства сейчас хорошие, вымоете и не будут пахнуть. Ничего такого. Вот так. Вот у нас кусочек филешки. Раз. Осторожно, внимательно отделяем от костей все это. Я уж не буду оставлять себе мясо. Мне хватит вполне и всякой требухи. Тем более щуки у нас две. На головах и хребтах сварится потрясающий бульон, великолепнейший бульон, потому что голова, хвосты, хребты, они дадут прекрасный навар, а всякие потроха, печеночки, молоки, сердце, они уже пойдут в качестве мяса. Поэтому все мясо уйдет лягушкам. Мне ни грамма не достанется. Но, живя с животными, ты частенько за ними подъедаешь. И, в общем, это тоже неплохо. Вот смотрите, вот мы поделились. Вот это лягушкам. Вот это все лягушкам. А вот это мне. Нет, что-то я неправильно сделал. Я плохо срезал бок. Вот так вот. Здесь еще полно мяса. Я почему-то только с одной стороны только с хребта снял. Со словами, что я не буду оставлять себе мясо.
я попытался всех обмануть. Вот так. Вот у нас итог с одной щуки весом где-то, наверное, килограмма 1,5. Неплохо, неплохо. Около килограмма мяса мы сняли. Это я то, что для себя откладываю в сторону и показываю вам, что происходит дальше. А дальше все очень просто. Мы откладываем нож и берем ножницы и режем на необходимые куски. Вот это будут куски для взрослых рогаточек. Здесь как раз такой вот пласт получился удобный, как раз им в размер. Все, что нам нужно сделать, это нарезать и поставить в морозилку. Все. И тогда помним, да, что при кормлении мы всегда обязательно даем витаминки и кальций. Рогатки в этом очень нуждаются, особенно молодые. Ай, какое мясо красивое. И кто бы что бы ни говорил, вот для меня, лично для меня, даже запах рыбы совершенно не противный, а вкусный. Но люблю я рыбу, что с этим поделаешь. Нарезаем на нужные куски. Ножницы здесь удобнее, чем нож. Все с ножницами гораздо быстрее происходит. Вот. Это я сейчас делаю для взрослых. А для молодых, конечно, будут кусочки гораздо и гораздо меньше. Но это естественно. Всем нужны свои размеры. Это тот случай, когда размер имеет значение. Все. Крышечкой накрыли, в морозилку поставили. Вот. В принципе, я думаю, все понятно и вопросов уже возникать не должно. Правильно? Вот, собственно, что мы с вами сегодня сделали. Все легко, просто, занимает некоторое время, но оно того стоит. И я надеюсь, что вам это все тоже будет полезно. Может быть, даже домашним хозяйкам, которые будут рыбку разделывать на филе для каких-то самых вкусных блюд. Не только для рогаточек. Все. Пока-пока. Пусть ваши лягушки будут сыты, здоровы и радуют вас всегда. Счастливо, ребята.